Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Голос верующего». Сегодня я говорю не как учитель и не как проповедник, а как человек, который понял один важный закон духовной жизни. Многие молятся годами и не получают ответа. И дело не в том, что Бог молчит, дело в том, как мы просим. Если это видео откликнется в тебе, поставь лайк и подпишись, потому что в конце ты услышишь то, о чем редко говорят вслух. Я хочу сразу сказать главное. Бог не автомат желаний. В Библии сказано «просите, и дано будет вам» Матфея 7:7. Но мало кто читает дальше и глубже. Просьба — это не крик отчаяния и не список претензий. Это разговор сердца. Именно здесь большинство людей ошибаются. Они просят из страха, а не из веры. И если ты хочешь понять, как изменить это, досмотри до конца. Первое, что я понял, прежде чем просить Бога о помощи, нужно остановиться внутри себя. В Псалме сказано «Остановитесь и познайте, что я Бог». Псалом 45:11. Когда человек в панике, он не слышит. Он говорит много, но не слушает. Правильная просьба начинается не со слов, а с тишины, в которой ты признаешь: «Господи, без Тебя я не справлюсь». Я видел людей, которые молились годами, но в их молитвах не было доверия, только упрек. Но в послании Иакова ясно сказано: «Просит с верою, немало не сомневаясь». Иакова 1:6. Бог слышит просьбы, рожденные из веры, а не из подозрения. Если ты каждый раз молишься, ожидая худшего, ты сам закрываешь дверь для помощи. Правильно просить Бога значит быть честным. Не правильным, не сильным, а честным. В Библии Давид говорил Богу о страхе, боли и сомнениях, и именно поэтому был услышан. Бог не ждет красивых формулировок, Он ждет правды. Когда ты приходишь к Нему без маски, тогда начинается настоящее общение. Если ты сейчас чувствуешь это, поддержи видео лайком. Еще одна ошибка — просить, не желая меняться. Многие хотят, чтобы Бог изменил обстоятельства, но не сердце. А Писание говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Псалом 50:12. Иногда помощь приходит не сразу, потому что Бог сначала готовит человека к ней. И если ты не готов принять ответ, Он будет учить тебя через ожидание. Я понял, что правильная просьба всегда включает благодарность, даже до ответа. За все благодарите. 1 Фессалоникийцам 5:18. Когда ты благодаришь заранее, ты показываешь доверие. Это как сказать Богу: «Я знаю, ты уже действуешь». И именно в этот момент меняется атмосфера. Если ты хочешь больше таких разборов, подпишись на канал прямо сейчас. В моей жизни я видел, как люди получали помощь неожиданно, не так, как просили, но именно так, как было нужно, потому что Бог видит дальше. «Ибо мои мысли не ваши мысли» Исайя 55:8. Правильно просить значит позволить Богу выбрать путь. Иногда ответ — это закрытая дверь, и именно она спасает тебя. Есть момент, о котором редко говорят. Нужно просить не только за себя. Когда ты молишься за других, сердце очищается от эгоизма, и тогда Бог доверяет тебе больше. В книге Иова сказано, что Бог восстановил его, когда он молился за друзей. Это духовный принцип, который работает до сих пор. И вот главный поворот. Бог слышит не громкость молитвы, а направление сердца. Можно кричать и быть далеко, а можно шептать и быть услышанным. Дальше я расскажу, почему иногда Бог молчит дольше, чем мы можем вынести, и что делать в этот момент, чтобы не потерять веру. Когда Бог молчит, это не наказание, это приглашение к росту. В Библии сказано: «Господь испытывает сердца». Притча 17:3. Молчание Бога проверяет не силу нашей молитвы, а глубину доверия. Именно в такие периоды человек учится просить не результата, а близости. И если ты сейчас проходишь это, ты не забыт, ты формируешься. Правильно просить Бога значит принять Его волю выше своей.
Иисус в Гефсиманском саду сказал: «Не как я хочу, но как ты». Матфея 26:39. Это высшая форма доверия. Когда ты доходишь до этого уровня, просьба перестает быть торгом, она становится союзом, и тогда даже трудный путь наполняется миром. Я понял еще одну истину. Бог не всегда дает сразу, но всегда вовремя. Всему свое время. Екклесиаст 3:1. Мы живем в спешке, но Бог действует в вечности. Иногда задержка — это защита. Если бы ты получил желаемое раньше, это могло бы разрушить тебя. Осознание этого меняет саму природу молитвы. Очень важно, как ты заканчиваешь просьбу. Не отчаянием, а надеждой. Вера — это не отсутствие боли, а решение доверять, несмотря на нее. «Надейся на Господа, мужайся». Псалом 26:14. Даже если ты встал с молитвой без ответа, встань с уверенностью, что Бог услышал. Есть просьбы, на которые Бог отвечает через людей. Иногда помощь приходит в виде разговора, совета, неожиданной встречи. Но многие пропускают это, потому что ждут чуда с неба. А Бог часто действует через руки тех, кто рядом. Мы — соработники у Бога. 1 Коринфянам 3:9. Важно быть внимательным. Правильная просьба не унижает человека, она возвышает его дух. Ты не раб, ты сын. Ибо вы приняли дух усыновления. Римлянам 8:15. Когда ты просишь Бога как Отца, исчезает страх быть отвергнутым. И тогда молитва становится местом силы, а не последней надеждой. Иногда Бог сначала меняет взгляд, а не ситуацию. И это самый глубокий ответ. Когда внутри появляется мир, даже обстоятельства теряют власть. «Мир мой даю вам». Иоанна 14:27. Этот мир — знак, что просьба принята, даже если результат еще не виден. Если ты досмотрел до этого момента, значит, эта тема касается тебя лично. Поддержи это видео лайком и подпишись на канал «Голос верующего», чтобы такие разговоры продолжались. Мы говорим о вере без масок, так, как она проживается каждый день. Правильно просить Бога значит доверять Ему больше, чем своим страхам. Меньше объяснять — больше верить. Меньше требовать — больше принимать. И тогда ты увидишь, что помощь приходит не всегда так, как ты ожидал, но всегда так, как тебе нужно. Спасибо каждому, кто был с нами до конца. Если это видео помогло тебе, напиши комментарий, поделись им с тем, кому сейчас тяжело, и обязательно подпишись на канал. Пусть твоя молитва станет не криком отчаяния, а тихой уверенностью в том, что Бог рядом, и Он слышит.